В одном из элитных ресторанов в центре Санкт-Петербурга работала официантка по имени Алина Трошина. Девушка была молода, образована и придерживалась прогрессивных взглядов. Она открыто высказывала свое мнение в социальных сетях, участвовала в локальных акциях и не скрывала своей критики в адрес власти. Ее окружение состояло из таких же молодых и остро мыслящих людей, для которых свобода слова была важнее карьерного роста или спокойной жизни. Однажды в ресторан приехала закрытая делегация. Обычные посетители были заранее уведомлены о невозможности брони на этот вечер. Персонал поставили в известность, что грядет визит высокопоставленного гостя. Подробностей не сообщали, но уровень охраны и проверки в помещении говорил сам за себя. Когда в зал вошел Владимир Путин в сопровождении охраны и нескольких лиц в деловом костюме, Алина сразу его узнала. Она оторопела, но внутри нее вспыхнула буря эмоций. В этот момент сработал ее внутренний протест, она считала своим долгом высказаться, невзирая на статус или последствия. Алина подошла к столику, как положено по инструкции, но при этом позволила себе резкое, оскорбительное замечание в адрес президента. Ее тон, выражение лица и саркастическая манера речи не оставили сомнений. Это не случайность и не нервозность, это был демонстративный вызов. Путин никак не отреагировал. Он не посмотрел на нее, не прервал разговор, не сделал жеста. Однако спустя 20 минут в ресторан вошли двое мужчин в строгих костюмах. Они не стали устраивать сцену, не привлекали внимания. Алину пригласили пройти в служебное помещение, и больше в зале ее никто не видел. В ту же ночь она удалила все свои аккаунты в соцсетях. Утром в ресторан поступил официальный звонок. Рекомендация сменить персонал, провести инструктаж и избегать повторения подобных инцидентов. Алина не была арестована и не подверглась прямому наказанию. Но она исчезла из информационного поля. Друзья не могли с ней связаться, родственники не комментировали ситуацию, а коллеги избегали упоминания ее имени. История быстро обросла слухами. Кто-то говорил, что она уехала из страны, кто-то, что ей запретили работать в общественных заведениях. Но достоверной информации не было. Этот случай стал для многих напоминанием о границах допустимого и о том, что каждое слово, даже произнесенное в порыве искренности, может стать началом последствий, к которым никто не готов. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.